Представьте, утро, вы выходите из дома, а на поводке енот. 15 килограммов, серо-черная шерсть, маска на морде. Вы идете в парк. Навстречу сосед, на поводке у него лиса, рыжая, с висячими ушами, виляет хвостом. Вы здороваетесь, животное обнюхивается. Дальше женщины с 2 койотами. Один серый, второй палевый. Она бросает им мяч, они приносят. Вы садитесь на скамейку. Енот запрыгивает на колени, сосед достает лакомство, угощает вашего енота. Вы угощаете его лису. Обычное утро. Год этак 3026. А теперь вернемся в 2026. Енот перевернул ваш мусорный бак, лиса стоит $8000 и метит всю квартиру, койот убил соседскую кошку, но ученые говорят, будущее из первой картинки вполне возможно. Одомашнивание уже началось. Прямо сейчас, и мы можем наблюдать его в реальном времени. Какие животные станут питомцами будущего, и сколько времени это займет? Чтобы понять, кто станет следующей собакой, нужно разобраться, что вообще такое одомашнивание. Многие путают 2 понятия – приручение и одомашнивание. Приручение, когда один конкретный дикий зверь привыкает к человеку. Вы подобрали волчонка, допустим, вырастили, он вас не кусает. Это приручение. Но его потомство будет диким, потому что генетика не изменилась. Одомашнивание же – это когда за сотни поколений меняется сама ДНК. Животное становится физиологически другим. Признаки одомашнивания – короткая морда, висячие уши, изменение окраса, меньший размер мозга, более длинный период детства. Собак одомашнивали 15 000 лет, кошек – 10 000. Коров – 9000. Это долго. Но в 1959 году советский генетик Дмитрий Беляев запустил эксперимент, чтобы ответить на вопрос, можно ли ускорить одомашнивание. Он взял диких лис, 130 особей, и начал отбирать по одному признаку – дружелюбие к человеку. Каждое поколение он оставлял только самых спокойных лис, тех, кто не боялся людей, не кусался, подходил за едой. Результат подвели через 40 поколений, 60 лет. Лисы изменились физически. Появились висячие уши, как у собак, закрученный хвост, пятнистый окрас, черно-белый, лай вместо тявканья, виляние хвостом, игривость, как у щенков. Лисы стали домашними за 60 лет. 15 000 лет против 60. Разница в 250 раз. Это доказало, одомашнивание можно ускорить, если знать, что отбирать. Ну а теперь к кандидатам. 2025 год. Университет Йорка, Великобритания. Биологи анализируют череп енотов. 169 образцов. Половина из городов, половина из дикой природы. Измеряют длину морды. Результат поражает. У городских енотов морды короче на 3,6%. 3,6%. Это немного, но это значимо. Короткая морда – главный признак одомашнивания. У собак морды короче, чем у волков. У домашних свиней короче, чем у кабанов. У домашних кроликов короче, чем у диких. Короткая морда связана с изменениями гормонального фона. Меньше агрессии, больше толерантности к человеку. Еноты живут рядом с человеком больше 100 лет. Питаются отходами, строят норы под домами, не боятся людей. И их морды начали укорачиваться. Это первый задокументированный случай одомашнивания в реальном времени. Мы наблюдаем эволюцию, которая должна быть невидимой для человеческой жизни, но еноты не единственные кандидаты. Енот умный, открывает мусорные баки, запоминает комбинацию замков, решает головоломки. Социальный, может жить группами, общается звуками, жестами.
Всеядный, ест почти все, легко адаптируется к новым условиям, идеальный кандидат на соседство с вашей кошкой или собакой, да? Теоретически, но есть проблема. Ученые говорят, что процесс займет 1000 лет. 3,6% за 100 лет – это быстро для эволюции, но медленно для человека. Сейчас еноты все еще дикие, агрессивные, переносят бешенство, кусаются. Енот 2026 года еще не питомец, но енот 4026 года вполне возможно. А что, если не ждать 1000 лет? Что, если повторить эксперимент Беляева? И именно это и сделали с лисами. Сейчас, в 2026 году, существует около 2000 одомашненных лис. Они живут у людей, как собаки, виляют хвостом, просят ласки, играют с игрушками. Цена от 8 до 10 тысяч долларов. Но есть нюансы. Даже одомашненные лисы метят территорию. И запах сильнее собачьего, резкий, мускусный. А еще они роют норы. В доме, под диваном, в вашей кровати. Требует огромного пространства, минимум 50 квадратных метров на одну лису. И легально не везде. В большинстве стран запрещены как домашние животные. Лиса доказала, одомашнивание возможно за десятилетия, а не тысячелетия. Но удобно ли это питомец? Не факт. А теперь к самому неожиданному кандидату. Койот. Он хищник, убивает собак, таскает кошек, нападает на домашний скот. Но ученые фиксируют странность. Койоты заселяют города. Чикаго, Лос-Анджелес, Торонто, Ванкувер. В Чикаго живет около 4000 койотов. Прямо в черте города. Они питаются отходами, мелкими грызунами, не нападают на людей. Исследования показывают, городские койоты менее агрессивны. Меньше боятся человека, меньше размер тела. Это признаки самоодомашнивания. Ученые сравнивают это с историей собак. 15 тысяч лет назад волки подходили к стоянкам людей. За едой, остатками охоты. Те волки, которые были менее агрессивными, выживали чаще. Получали еду, размножались. Через 1000 поколений волк стал собакой. Койот повторяет этот путь. Ученые говорят, через 10 тысяч лет койот может стать новым видом домашнего животного, если человечество не исчезнет раньше. А что насчет животных, которых уже продают как питомцев? К примеру, капибара. 2025 год. Капибара – вирусная звезда. ТикТок, Инстаграм, мемы – все хотят капибару. Почти 1 из 10 американских семей держит экзотического питомца. И капибара самый популярный. Почему? Спокойная, дружелюбная, не кусается, социальная, милая, огромная морская свинка. Но вот реальность. Капибара весит от 35 до 65 килограммов. Это размер крупной овчарки. Полуводное животное, нужен бассейн, 1,5 на 2 метра минимум. Ест 3-4 килограмма травы в день, свежей. Социальное животное. Одна капибара – это мертвая капибара. Нужна группа, минимум 2 особи. Живут группами в природе до 20 особей. Одиночная капибара впадает в депрессию, перестает есть, умирает. Площадь вольера минимум 100 квадратных метров. Цена на черном рынке от 1000 до 3000 долларов. Легальность? В большинстве стран нет. И главное, капибара не одомашнена. Вообще. Это дикое животное, которое терпит человека, но не стало домашним. Нет висячих ушей, нет короткой морды, нет изменения поведения. Капибара в Инстаграм мило, капибара в вашей квартире – катастрофа. Но есть животные поменьше. К примеру, сахарный поссум. Сумчатый из Австралии. Видели такого? Размер 12-13 сантиметров, хвост 15 сантиметров. Планирует на 50 метров. Кожная перепонка между лапами. Ночной, активен с заката до рассвета. Легален в большинстве штатов США. Цена от 200 до 500 долларов. Маленький, милый, удобный для квартиры. Но кричит ночью.
Громко, пронзительно, как младенец. Нужна пара. Один поссум умрет от одиночества. Метит территорию, мускусный запах сильный. Специальная диета, насекомые плюс нектар. Нельзя кормить кошачьим кормом. Живет 12-15 лет. И главное, не одомашнен. Это дикое животное в вашей клетке. Или вот американский ежик, к примеру. Четыреххвостый еж из Африки. Размер 15-25 сантиметров, от 5 до 7 тысяч иголок. Ночной, одиночный, модный питомец 2020-х. Цена от 100 до 300 долларов. Преимущество – нет шерсти, гипоаллергенный. Но кусается, зараза, особенно первые месяцы. Ночной, спит днем, шумит ночью, бегает в колесе. Живет 3-6 лет. Срок короткий. Склонен к ожирению, нужна строгая диета. И снова, не домашний. Знаете, маленький размер не значит, что это легкий питомец. И точно не значит, что он одомашнен. А теперь самый дорогой кандидат. Финёк. Миниатюрные лиса из Сахары. Размер 20-30 сантиметров, меньше кошки. Огромные уши, 15 сантиметров, для охлаждения в пустыне. Пушистый хвост. Самая милая лиса на планете. Цена 2026 года – $3500 самцы, 4000 самки. Легален примерно в 15 штатах США, с лицензией. Модный экзот среди богатых. Но есть подвох. Заводчики забирают детенышей до открытия глаз. Иначе не приручить. Финёк не любит, когда его держат. Вырывается, кусается от страха, роет норы. Инстинкт разрушит дом. Ночной, кричит, высоко и пронзительно. Живет 10-14 лет. Долгие мучения для владельца и животного. И критически важно. Финёк не одомашнен, даже близко. Это дикая лиса, насильно отобранная у матери, помещенная в клетку размером с дом. За $4000 вы покупаете дикое животное, которое вас боится, терпит, но не питомца. Итак, мы прошли список. Енот в процессе самоодомашнивания, но займет 1000 лет. Лиса одомашнена искусственно, но неудобно как питомец. Койот повторяет путь собаки, но тоже через 10 000 лет. Капибара – модный тренд, дикое животное весом 60 килограммов. Поссум и ежик маленькие, но дикие и ночные. Финёк милый, но страдает в неволе. А теперь главный вопрос. Должны ли мы вообще одомашнивать новых животных? Ну, какие могут быть аргументы «за»? Собаки и кошки – результат одомашнивания. И это работа, у нас симбиоз. Мы даем еду и кров, они дают компанию и преданность. Одомашненные животные, и живут дольше, и безопаснее, и сытнее. Это эволюционный успех. Собак на планете 1 миллиард, волков 300 000. А какие аргументы против? Одомашнивание – это генетическое изменение. Мы меняем животных навсегда, делаем их зависимыми от нас. Дикие животные в квартирах страдают, енот в клетке – это не жизнь, это существование. Браконьерство для экзотических питомцев убивает популяции, сахарные поссумы под угрозой из-за торговли. А что говорит наука? Енот, койот, самоодомашнивание. Они сами выбирают близость к человеку, адаптируются, это естественный процесс. Лиса – контролируемое одомашнивание. Этично, но долго, и результат не гарантирует удобства. Капибара, финёк, поссум, ежик – не одомашнивание. Это эксплуатация диких животных. Каков прогноз? Через 1000-5000 лет енот и койот могут стать питомцами, если процесс самоодомашнивания продолжится. А сейчас единственные этичные питомцы – собаки, кошки, хомяки, крысы, кролики. Те, кто уже одомашнен. Ну и вернемся к началу. Представьте, год 3026. Вы выходите из дома, на поводке енот, вы идете в парк, навстречу сосед с лисой, женщину с койотами. Обычное утро. Да, это возможно, но не сейчас.
Енот в 2026 году не питомец, но мы видим первые шаги эволюции. Через 1000 лет наши потомки, возможно, будут гулять с енотами в парках, как мы сейчас с собаками. Но сегодня время оставить диких животных дикими и ждать, пока природа сама решит, кто станет следующим спутником человека. Мне кажется, домашнего нельзя форсировать. Нельзя купить за $4000 чью-то свободу, любовь и преданность. А вы как думаете? Мне кажется, это процесс длиной в 1000 лет, в сотни поколений, в миллионы выборов. Енот подходит к мусорному баку, не боится человека, ест, выживает, размножается. Его потомки будут чуть менее пугливыми, чуть более толерантными. Через 100 поколений заметно изменение, через 1000 новый вид. Мы с вами не увидим этого финала, но мы видим начало. И это уже невероятно. Если вы узнали что-то новое, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие истории о дикой природе. И напишите в комментах, а какое животное бы вам хотелось иметь дома, если бы оно на то было согласно.